Всем привет! Давно я не выкладывал видео у себя на канале. Надеюсь, очень надеюсь, что это буду делать намного чаще. Поделился мой подписчик, один из моих подписчиков, такой историей по поводу алиментов. Я сам бывший алименщик, поэтому тема мне близка. С его, так сказать... точнее, подписчик прислал мне эту историю, и у меня сейчас еще одна история. Я сейчас ее расскажу. Удивительная вообще, я прям просто не ожидал. Эта история длится уже 3 года. Я, кстати, хотел сделать видео по этому поводу, но что-то меня все как-то не сподобило. А тут прям раз, я такой думаю, сразу запишу одно видео в 2 истории. В общем, дело такое. У меня есть товарищ, года 3 назад, по-моему, в 24 году, они, с женой, начали разводиться. У них маленький ребенок, девочка, по-моему, в 5 что ли, или 6 класс она ходила. Не знаю, кто был инициатором развода, но, в общем, это не важно. В общем, в процессе развода, 3 месяца дается с ребенком, жена говорит: я на тебя алименты подавать не буду, но единственное, мне нужно с тобой заключить договор, просто словесный, без всяких подписей, без ничего, о том, что ты нашему, точнее, ребенку будешь платить, алименты, 35 тысяч рублей. У него зарплата 120, соответственно, по-моему, на 25% на ребенка, соответственно, на 5 тысяч больше. Я тебе не буду никаких козней строить, никаких преград, то есть ребенок будет, как он есть, так и есть. То есть, когда захочешь, тогда возьмешь его, хочешь на ночь оставь, хочешь забери к бабушкам. Просто полная свобода. Я, конечно, офигел. Он мне рассказывает эту историю. Я говорю: слушай, какое-то палево. Что-то здесь не то. Что-то она мутит. Он говорит: да нет. Я говорю: заключи договор юридически, что будешь платить. Она не хочет. Я ей верю, тоже не хочу. Думаю, ладно, муж и жена одна сатана, как говорится. В общем, они заключают договор. Просто словесный, то, что 35 тысяч рублей в месяц платят. И, собственно, ребенок, он живет обычной жизнью. То есть ребенок вообще не понимает, что родители в разводе. Я удивился. И это уже длится 3-й год. Представляете себе такая ситуация? Первый раз такое вижу, чтобы обычно воскресный папа, воскресенье забираешь, и то не с ночевкой, на 2-3 часа в парк сходить, а тут нифига себе. То есть он живет нормальной жизнью. Они рядом, 2 дома, минут 5-7 ходьбы. То есть он едет с работы, звонит, я говорю: я сейчас заеду. Приезжает, с ребенком поигрался, захотел, забрал его со школы, отвел в школу. Что хочет, то делает. На рыбалку с мужиками собрались, забирает. То есть она даже вообще не спрашивает, куда. Он звонит, говорит: я забираю ребенка, все. Она не вопрос. Понятно, если он не болеет или еще какие-то дела. А так все. Собирает девчонку, и она едет с папой отдыхать куда угодно. То есть я вообще в шоке. Единственное, он послушал меня, потому что я же бывший алименщик, платил алименты по исполнительному производству. Пришел к юристу, юрист мне говорит: обязательно, когда ты платишь алименты, в назначении платежа ставишь: оплата алиментов за такой-то месяц, такой-то год, по решению суда, или исполнительному производству. Неважно. Или по договору, который вы со своей женой заключили, если вы заключали. Каждый месяц эта строчка должна быть. Я удивился, думаю, а почему? Мне юрист объяснил. Это было, я не знаю, лет 10 назад, наверное, даже больше. Сейчас что происходит, непонятно. Не знаю этих законов, не читал. Не слежу за этим. Оказывается, что суд при каких-то обстоятельствах, если вдруг какой-то спор возникнет по поводу алиментов, если не писать, то суд может рассчитать, что это были не алименты, а просто помощь своему ребенку. Вы так захотели. То есть вам хочется каждый месяц отправлять, неважно какую сумму, хоть 100 рублей, хоть 100 тысяч, на карточку жены, соответственно. То есть суд это может рассмотреть как, просто вы решили помочь своему ребенку каждый месяц. И все. То есть это, грубо говоря, не алименты, потому что назначение платежа пустое. Не могу сказать, насколько это юридически правильно, но, по крайней мере, юрист мне об этом сказал. И я, когда платил алименты, и на карточку кидал, и так платил. В Сбербанк приходишь, оплачиваешь, я всегда, эта строчка у меня была записана.
Я давал девушке на кассу и говорю, вот мне обязательно назначение платежа. Они как бы нормально к этому относятся. Ну, написал, там 2 минуты потратила. То есть у меня там все было, ну, что там, число, дата и такое-то исполнительное производство обязательно от такого-то числа. Все, пожалуйста, оплата алиментов. Так что это вот удивительный случай в моей, так сказать, жизни, что я первый раз такое слышу, чтобы девушка прям вообще прям без проблем. Ребенка забираешь, когда хочешь, насколько хочешь. Главное дело, чтобы она в школу нормально ходила, ну и все такое. И не болела, ну, потому что если болеет, что ее забирать, смысл какой. Вот. А вторая история. Подали при разводе жена на алименты через суд. Все, суд как бы их, ну, то есть удовлетворил ее просьбу, алименты. Он платит вообще без всяких косяков. Это, кстати, касается тех, кто платит алименты без всяких там косяков, чтобы к вам придраться не за что было. Ни по какому, так сказать, вопросу. Потому что если вы платите с косяками, то эта тема, она прокатит, но временно. Вот. Что он сделал? Она подала алименты, он там платил какое-то время, а потом взял и выезд за границу ребенку запретил. Вот так вот и все. Жена в шоке, как так? Что мне делать, не знает. Пошла к приставам, по-моему, они говорят, ага, что мы можем сделать? Он как бы, ну, он хочет, это папа. То есть мы ничего сделать не можем. И даже ничего не посоветовали ей. Ну, по крайней мере, так она говорит. Не знаю. Вот и все, ограничил выезд за границу. Ребенок не ездит уже несколько лет. Вот. И, собственно, жена там рвет и мечет, ничего сделать не может. Пытается в суд вроде как подать. Не знаю, получится у нее это или нет. Вот так вот, что это. То есть вам, тем, кто платит алименты очень хорошо, ну, то есть я имею в виду без всяких косяков, то вот вам такой, ну, как совет подпортить, грубо говоря, жизнь человечку, вашему бывшему любимому, потому что, ну, ничего себе, она как бы и может над вами издеваться в качестве этих алиментов, а вы как бы не можете. В общем, конечно, со стороны ваших, ну, точнее, ее там знакомых, родственников, ребенка, вы будете мразью конченой, который там портит жизнь, так сказать, как им кажется, ребенку, не выпускаете ее за границу, не хотите давать там разрешение, то есть, ну, сами поймите, что она воспользовалась своим правом подать на вас на алименты. Ну, а вы воспользовались правом не выпускать ребенка за границу. В принципе, ну, нормальная ситуация, обоюдная. Ребенок страдает из-за этого. Ну, в целом страдает. Но вы же не вы же инициатор этого говнища, который ваша женушка, так сказать, замутила. Ну, собственно, зачем доводить до крайности? Ну, вот вам такой лайфхак, как сейчас говорят. Так что можете им воспользоваться. И вы, в принципе, все это на законных основаниях, без всяких там проблем. Если, условно, она там, ну, в суд, если какие-то разбирательства в суде будут происходить, ну, вы как бы можете сказать, ну, это не патриотично. Что значит? Она едет за границу в какие-то Турции, Египты, тратит там деньги, туда деньги вывозит. Почему бы ей не поехать в развивающийся Дагестан, в Чечню, там в Ессентуки, например, город, там Пятигорск, Ставропольский край, пожалуйста. Ничем не хуже. Анапа, Крым, Краснодар. Что там у нас еще? Ну, полно, юг. У нас огромные территории. Пожалуйста, вот ребенка туда отправляй. И тратьте деньги там, в нашей стране. Все это патриотично, так сказать, выглядит и нормально. Чем она будет в Турции во всякие там, в Египты ездить. Поэтому так что вот ваш, так сказать, козырь есть такой. Так что вот думайте,
Если что вдруг, то, пожалуйста, ограничивайте. Не знаю насчет судов, как снимет суд, ограничений нет. Это уже надо советоваться с юристами. Но, думаю, вряд ли снимет, потому что, ну, действительно, что это? Это не патриотично. Как так? И тем более это ваше право законное. Мало ли что там, ребенка украдут, на органы пустят. Жена там не уследит за ним, поскольку одна там условно едет. А если с кем-то едет, ага, чужой человек, непонятно, что за человек, кто такой. Ну, это уже юрист вам подскажет. Поэтому пользуйтесь вашим законным правом. Она воспользовалась законным правом подачи на алименты. Вы также можете воспользоваться правом выезда за границу. Можете каким-то образом, ну, шантаж, я не знаю, это слово употребляется, нет. Ну, по крайней мере, кровушку можно, так сказать, подпортить таким образом. Ну, как подпортить? На законных основаниях, все в рамках правового поля, так сказать. Ну, все, всего доброго. Думайте, решайте, все в ваших руках. Всего, пока.